Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 16 ноября, сегодня у нас четверг, и выпуск у нас промежуточный. Сразу хочу вам напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как задавать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, и дальше формулируйте то, что вы хотите спросить. Также вам хочу напомнить, что у нас есть Patreon, где я отвечаю на все поставленные вопросы. Так получается, что в YouTube у меня нет возможности занимать много времени и отвечать на все вопросы, потому что там вопросов огромное количество, просто огромное. А в Patreon, там у нас такой более узкий круг общения, и там я, конечно, более откровенен. Поэтому подписывайтесь на Patreon, и мы с вами обязательно будем общаться, и я буду там отвечать на все вопросы. Так, теперь давайте перейдем к обсуждению наших тем. Президента России Владимира Путина, труп, вернее, президента России Владимира Путина будут перекладывать в другую камеру. В тех условиях, в которых он хранится, эксперты рекомендуют, не хранить, потому что неправильные условия хранения, и готовится Владимир Владимирович к переезду, к такому локальному переезду из одной камеры в другую. Да, конечно, эта камера не тюремная, я понимаю, что слово «камера» ласкает слух очень многим, но к сожалению, при жизни президент России не успел попасть в камеру, будет перенесен пока что в другую камеру, для того, чтобы его труп сохранился в лучших условиях. Пока непонятно, до каких пор будут хранить труп Путина, поэтому решено было улучшить условия содержания трупа, как бы это странно ни звучало. Есть как есть. Далее хочу отметить, что Николай Патрушев находится в повестке постоянно. Сегодня и вчера находился в повестке, опять-таки обратите внимание, после смерти президента всегда на виду. Это для тех, кто сомневается, кто сейчас руководит Россией. Россией руководит Николай Патрушев, так называемого президента, которого изображает из себя двойник. Вообще не видно, или появляется где-то там, как-то там, в незначительных мероприятиях. В основном про него только говорят, видеть его можно крайне редко. На кремлевской хронике там раз в день где-то он мелькает, с кем-то встретился, где-то какое-то мероприятие. В последнее время очень мало мероприятий, но все-таки посещает. Накануне была встреча так называемого Путина, вернее его двойника, с бизнесом от имени президента России. Специально не рассказывали об этой встрече, ее особо не анонсировали. Эта встреча проходила, скажем так, в закрытом режиме. Есть небольшие сведения в прессу, сейчас прорываются, очень скудные, очень. Для чего это сделано? Николай Патрушев очень сомневается в бизнесе, он понимает, что любой бизнесмен, даже самый преданный власти, это все равно негодяй, сволочь и так далее. Понимание Николая Патрушева, все бизнесмены — это воры, которые, того и глядишь, обворуют Россию, или его лично, там уж точно особо не поймешь. Готовы облапошить, поэтому бизнесменам доверять можно в самом крайнем случае. Тем не менее, встреча прошла. Прошла в таком немножко странном ключе. Для чего, еще раз давайте проговорим, для того, чтобы было понятно, для чего была встреча закрыта, и почему они не рассказывают. Во-первых, бизнесмены могут и проговориться. Когда нет списка людей, кто присутствовал на встрече, когда Кремль его официально не объявил, когда Кремль официально не показал, любой человек, который скажет: я видел Путина, это двойник. А где ты его видел? Когда видел? Возникают вопросы. На встрече с президентом. А кто еще может подтвердить твою встречу с президентом, да? И тогда человек, который решит обнародовать подобную информацию, окажется, в несколько глупом положении. Собственно, для этого все и было сделано. Понятно, что это меры такие абсолютно дурацкие и ни на что особо не влияют, но для того, чтобы Николай Платоныч спал спокойно, не нервничал, такие условия он ставит, и в таких условиях приходится двойнику работать.
С представителями избирательных комиссий недавно общался, двойник, произвел на них неизгладимое впечатление. Ну, они с открытым ртом слушают кого угодно, кто представится Путиным. Поэтому ничего удивительного нет. В скором времени вполне возможно, если двойника выдвинут в президенты, ну, давайте говорить откровенно, ведь выборов-то не существует, да? Существует выдвижение президента, и вот эти люди, которые заглядывали в рот двойнику президента, вполне могут сделать его президентом. Здесь за этим дело не станет. Президента будет назначать так называемое Политбюро 2.0, которое будет решать, то ли это будет баллотироваться двойник президента, то ли это будет кто-то другой. Ну, из числа кто-то других людей не густо, как вы понимаете. Основной претендент — это, конечно, сын Николая Патрушева Дмитрий. Посмотрим, как будут проходить подобные мероприятия, я имею в виду выборы, и вообще будут ли они. Сейчас очень много вариантов рассматривается. Тем не менее, основное, конечно, то, что выборы все-таки будут. Надо понимать, что Николай Патрушев еще больше формалист, чем покойный президент России Владимир Путин. Формалист в том плане, что ему надо соблюдать все, без исключения, формальности. Он человек старой советской закалки, он понимает, что нормы, которые прописаны, должны соблюдаться. Это его как сильная, так и слабая сторона. Слабая сторона, потому что он становится заложником буквально своих идей и своих принципов, которые говорят ему, что все должно быть вот четко в тех нормах, которые прописаны. Путин был более гибким, Путин мог варьировать, Путин мог изменять под себя Конституцию сколько угодно. Путин мог не соблюдать нормы и обязательства. Для него это было все в принципе он декламировал, как будто бы это все действительно для него важно. Но в реальности, как мы видим по его поступкам, ведь мы судим по поступкам, правда ведь, потому что по словам судить очень сложно. По поступкам судя, ведь президент России, покойный Владимир Путин, был крайне не обязательным человеком. Он был обязательным, то, что касается друзей. Те обязательства, которые он брал перед друзьями, он по большей части выполнял. И здесь надо отдать должное. Как друг он был для тех людей, которые были при нем, ну, вполне себе ничего. Как человек, конечно, мразь. Вы уж меня извините за правильное слово. Но вот как характеристика друга, все, кто с ним дружил, все говорят о том, что он как друг был замечателен. Ну, опять-таки, давайте вспомним, кто с ним дружил, да? Ведь это откровенные негодяи. Быть другом для негодяев, ну, это не самая лучшая благодетель, которая может быть. Так, далее у нас встреча Байдена и Си Цзиньпиня. Я вам скажу, давайте так, без особых высокопарных слов, встреча знаковая. Давно не встречались Байден с Си Цзиньпинем, по крайней мере, не было такой плотной встречи и таких переговоров. Сейчас больше обозначили стороны приверженность к переговорам, приверженность к диалогу, что, в принципе, вполне себе замечательно. Пока не очень понятно, о чем говорили в закрытом режиме, пока не очень понятно, о чем договорились. Это станет понятно в ближайшее время, по крайней мере, то, что мы увидим на поле конфликта Израиля с Хамасом, на поле конфликта в Украине. Здесь, конечно, мы увидим в ближайшей перспективе. Есть договоренности, нет договоренности, и к чему эти договоренности сводятся. Ведь мы с вами понимаем, что возможности влиять на Иран и на Северную Корею у Китая значительны. Не будем говорить, что эти возможности безграничны. Иран может выбиться из рук у любого. Там не вполне адекватные люди и могут запросто прострелить себе ногу, не говоря уже о чем-то другом. Поэтому стоит наблюдать за событиями в ближайшее время, стоит наблюдать за интенсивностью боевых действий, в том числе в Украине, стоит наблюдать за тем, что происходит вокруг Николая Патрушева. Это тоже очень интересный вопрос, потому что вокруг Николая Патрушева есть люди, которые склонны к несколько другим перспективам, нежели кланяться всю жизнь Китаю.
Поэтому будем наблюдать, будем смотреть, что происходит в той стороне. Наблюдать осталось недолго. Продолжать Николаю Патрушеву быть у власти. При том темпе, который он сейчас взял, при тех перспективах, которые он рисует, в том числе и людям из так называемого Политбюро 2.0. Не всем нравится все, что сейчас происходит, не всем нравятся те перспективы, которые Николай Патрушев за спиной нынешнего Политбюро. Я имею в виду здесь и закрытие Ютуба, и некоторых мессенджеров, и национализация. Но ведь не зря, да, сейчас трубят, что в сущности, почему и рассказали про встречу президента так называемого с бизнесом. Для того, чтобы рассказать, что там Путин, в кавычках, конечно, двойник президента, который представляется Путиным, сказал, что национализации не будет. Ну, там несколько завуалированно сказал, что пересматриваться итоги приватизации не будут. Все, закончен пересмотр итогов приватизации. Нет, не закончен, это ложь. То, что городит двойник, это, конечно, полная чушь. Здесь надо смотреть то, что говорит Николай Патрушев, и то, что мы рассказываем, да, о его разговорах. Но ведь не зря, да, всплыла информация о том, что не будет национализации. Будет, будет. Николай Патрушев решил, значит, будет. Слова двойника — это все, как любят они говорить, фуфло. Ну да ладно. Так, еще раз хочу вам напомнить, уважаемые зрители и слушатели, что вы можете оставить в комментариях к этому видео свои вопросы. Перед тем, как задать вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса, далее формулируйте. Также хочу вам напомнить, что вы можете подписаться в Patreon. Ссылка на Patreon есть в описании к этому ролику. Переходите в описание, открывайте ссылку, переходите на Patreon, подписывайтесь. Ничего сложного нет, там алгоритм элементарный. Там я отвечаю на все вопросы. Там можете задать любой вопрос, я отвечаю. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, и это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.